Всем привет! В этом уроке я хочу вам показать, как связать крючком вот такой замечательный узор. Вяжется такой узор довольно просто. Состоит он из рельефных столбиков с одним накидом. Раппорт узора по наборной цепочке составляет 4 петли, высоту составляет 4 ряда. Приступаем к вязанию. Для начала нам нужно набрать число петель кратное 4. Для образца я буду набирать 28 воздушных петель и по одной кромочной петельке с двух сторон, то есть плюс еще 2 петельки. Набираю 30 воздушных петель. Первую петельку я всегда затягиваю, в счет петель она у меня не идет. Набираю 28 воздушных петель. Я набрала 30 воздушных петель. Набираю 3 воздушные петли подъема. Этот столбик является кромочным и в основной узор он у нас не входит. Вот 3 воздушные петельки и 1/4 петелька. Вот у нас идет с самой цепочки. То есть это петелька, на которой стоит этот наш столбик. Начиная с 5 петли будем провязывать столбики с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в петельку, вытягиваем петлю, провязываем через 2 петельки и еще раз через 2 петельки. В следующую петлю провязываем через 2 петельки, еще раз через 2 петельки. И так мы провязываем столбики с одним накидом до конца цепочки. Мы провязали первый ряд столбиками без накида. Обратите внимание, первый ряд у нас в раппорт узора не входит. И начиная со второго ряда мы уже начинаем вязать наш узор. Набираем 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Это у нас получается кромочный столбик, он не входит в раппорт узора. И теперь мы приступаем к вязанию самого узора. Он у нас будет состоять из 2 лицевых рельефных столбиков с одним накидом и 2 изнаночных рельефных столбиков. Итак, вяжем первый. Вот начинаем с вот этого столбика. Начинаем провязывать 2 лицевых рельефных столбика. Делаем накид. Вводим крючок в полотно и выводим крючок вот с другой стороны. Получается, наш столбик находится на крючке. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку, провязываем через петлю и через накид и провязываем через 2 петли на крючке. То есть дальше мы провязываем как обычный столбик. Делаем накид. Вот получается у нас крючок. Он находится за столбиком. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку, провязываем через 2 петли и еще раз через 2 петли. Теперь нам нужно провязать 2 изнаночных столбика. Для этого делаем накид. С изнаночной стороны на лицевую вот выводим крючок. И в следующее отверстие, вот у нас столбик, за столбиком следующее отверстие, вводим крючок, у нас получается столбик находится за крючком. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку, провязываем через 2 петли и еще раз через 2 петли. Провязали первый изнаночный столбик, делаем накид точно так же с изнаночной стороны. Вкалываем крючок, вот выводим на лицевую сторону. В следующее отверстие вкалываем крючок. Вот у нас крючок на изнаночной стороне находится. Захватываем рабочую нить
и провязываем как обычный столбик с одним накидом. Провязали 2 изнаночных столбика, снова провязываем 2 лицевых столбика, делаем накид на изнаночную. Вот, обогнули наш столбик. Столбик находится у нас на крючке. Провязали лицевой столбик, второй лицевой столбик. Вот у нас будет идти чередование. Провязываем 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых рельефных столбика, провязываем 2 изнаночных. Теперь с изнаночной стороны ввожу крючок. Провязали первый изнаночный, провязываем второй. Вот ввожу крючок, в следующее отверстие также вводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем как обычный столбик. Провязали 2 изнаночных, провязываем 2 лицевых. Провязали 2 лицевых, у нас идет 2 изнаночных. Первый провязали, провязываем второй. Провязали 2 изнаночных, дальше идут 2 лицевых, затем 2 изнаночных, то есть чередуя так провязываем до конца ряда. Провязали ряд до конца, у нас остается один кромочный столбик, и его мы провяжем полустолбиком с одним накидом. Делаем накид, вводим вот петельку, крючок, вытягиваем петельку, 3 петли на крючке, провязываем за один прием. Полустолбиком с одним накидом мы закончили ряд. Приступаем к вязанию третьего ряда. Набираем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем работу. Этот ряд у нас вяжется точно так же, как и второй ряд. Начинаем с 2 лицевых столбиков. Делаем накид и провязываем рельефный лицевой столбик. Провязали первый столбик, делаем накид, провязываем второй столбик. Затем у нас идут 2 изнаночных столбика. Первый столбик и провязываем второй столбик. Затем провязываем 2 лицевых. Первый столбик и второй столбик. И 2 изнаночных. С изнаночной стороны провязываем. Первый столбик и провязываем второй столбик. Провязали. И так продолжаем вязать до конца ряда. Вот у нас уже видно, где у нас будут лицевые столбики, вот такие выпуклые, и изнаночные вогнутые столбики. Провязываем, где лицевые, там провязываем лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Провязали ряд до конца. У нас остается один наш кромочный столбик, его мы провязываем так же, как и в предыдущем ряду. Полустолбиком с одним накидом ввожу крючок, вытягиваю петельку и провязываю 3 петли на крючке. Набираем 3 воздушные петли подъема,
Поворачиваем работу. Смотрите, второй и третий ряд мы начинали вязание с 2 лицевых рельефных столбиков с одним накидом. Четвертый и пятый ряд мы будем провязывать, начиная с 2 изнаночных рельефных столбиков с одним накидом. Итак, провязываем первый изнаночный, вот где у нас идут лицевые. Мы теперь провязываем изнаночные. Вот выводим крючок, захватываем и провязываем изнаночный столбик. Провязали первый столбик и провязываем второй столбик. Провязали 2 изнаночных столбика. Теперь, где у нас идут изнаночные столбики, там мы провязываем 2 лицевых столбика. Первый столбик и провязываю второй столбик. Теперь снова, где идут лицевые, провязываем изнаночные. Первый. И второй столбик. И так продолжаем вязать до конца ряда, где изнаночные провязываем лицевые, где лицевые, там провязываем изнаночные столбики. Провязывайте до конца ряда. Провязали ряд до конца. И теперь вот где у нас остается один столбик, точно так же заканчиваем ряд полустолбиком с одним накидом. Приступаем к вязанию пятого ряда. Набираем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем работу. И как и предыдущий ряд, мы начинаем вязать с изнаночных столбиков. Провязываем 2 изнаночных столбика, первый столбик и провязываем второй столбик. Вот у нас идут лицевые, провязываем 2 лицевых, первый столбик, второй столбик. Дальше идет 2 изнаночных столбика, дальше 2 лицевых. И так мы провязываем до конца ряда. Провязали ряд до конца, заканчиваем ряд полустолбиком с одним накидом. Смотрите, мы провязали 4 ряда нашего узора, провязали наш раппорт. Следующий 6-й ряд у нас будет вязаться точно так же, как мы вязали второй ряд. То есть, начиная со 2 по 5 ряд у нас идет наш раппорт, наше повторение. Сейчас мы вяжем 6-й ряд точно так же, как мы вязали второй ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем работу. И точно так же, как во втором ряду, мы начинаем вязание с 2 лицевых рельефных столбиков. Первый столбик, второй столбик. Дальше идут 2 изнаночных столбика, дальше 2 лицевых, и так мы провязываем ряд до конца. Где лицевые провязываем, там изнаночные, где изнаночные провязываем лицевые. Я провязала ряд до конца.
Следующий ряд вы вяжете точно так же, как вязали третий ряд. То есть, смотрите, когда вы провяжете первый раппорт, высоту у вас уже будет видно, как вязать дальше. И дальше уже согласно раппорту продолжайте вязать до необходимого размера. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока!